тебя завалить хотел, пока не вычислили. Да, Андрю, киллер, короче, профи, вообще зацепок нет. Пожарский? Да, пожарный. Тебя спас. На самого балка упала. Потом, когда мы его привезли, он уже все. Мы взяли анализы, все показатели сошлись с твоими. Благодари его за свою жизнь. Он точно умер. Без сердца, думаю, да. Я тебе сказал не дави? Я тебе сказал не дави. Твое дело защищать невиновных, вот и защищай. Я хочу предложить тебе дело. У меня сейчас в разработке одна преступная группировка в милиции, использование служебного положения в целях личного обогащения. Ты позвони мне. А слушай, давай уедем куда-нибудь. Давай уедем. Да. Сволочь ты, Корнеев. До завтра. Это босс. Это правая рука босса. Это сын босса, но по факту он шестерка. И у ребят такая доктрина. Ксивы есть, пистолеты есть, давайте, ребят, зарабатывать. В какое ужасное время мы живем. Да, да. И у меня вообще нет никаких улик, чтобы начать официальное расследование. Ты как опытный соблазнитель. Сначала тащишь девушку в постель, а потом говоришь, что ты женат. Да. Да. Бирюкова чуть было не зарезали полгода назад в сауне. Покушение на сотрудника. Разве это не основание для проверки? Да там такая петрушка. В общем, Бирюков дал показания, что к администратору этой сауны пришел пьяный знакомый. Они там заспорили, Бирюков вмешался, и этот знакомый ударил его вилкой в сердце. Вот. А когда понял, что натворил, задушил администраторшу и имитировал пожар. Ясно. Естественно, все ищут этого таинственного приятеля. Да. Так там бред вообще такой, что Бирюков по делу идет не как пострадавший, а как свидетель. Но если бы ты могла что-нибудь нарыть, ну хоть что-нибудь, то я бы, наверное, уговорил начальство пересмотреть этот эпизод и дать дело официальному расследованию. Ну хорошо. Есть идеи, кто мог совершить покушение? Дай мне вот этого Челентану. Прокурор Демидов. Дай посмотрю. У них древняя вражда с Ильинским, пересечение каких-то там подпольных бизнес-интересов. Я думала, у нас хотя бы прокуроры честные. Вот если бы ты что-то нарыла бы на них для меня, то я бы смог использовать эту вражду. Товарищ Василашко, ну я вас умоляю, я просто вас очень сильно прошу. Вы работайте, не уставай. Я его видел недели 2 тому назад. Ну, этого донора, от которого мне сердце пересадили. Является редко, но метко. Работать мешает, сволочь. Может быть, вы поторопились с выходом на работу? Есть возможность еще отлежаться? Да ну какое там? Мне сказали, что вы по коробочке-то самый главный. Деньги не проблема. Боюсь, что деньги-то здесь не главное. Сколько? Я не верю в мистику. Поэтому не думаю, что ваши видения носят сверхъестественный характер. Человеческая психика – это
очень сложный механизм, порой парадоксальный. Часто люди совершают поступки, затем осуждают себя. Правда заключается в том, что они на самом деле хотят совершать эти поступки, потому что они соотносятся с их истинной сущностью. Стоп. То есть, значит, я хочу делать то, что приказывает мне делать Пожарский? Мы все прячем свое истинное «я». Боимся признаться себе в том, чего на самом деле хотим. Поэтому наша настоящая натура пытается самыми экстремальными способами напомнить нам о себе. Ничего я не прячу. Меня в себе все устраивает. Мне нужно, чтобы эта гнида исчезла. Знаете так, давайте как у вас там водится. Поговорим о школе, о маме. У меня, кстати, с ней сложные отношения, о папе, о том, что писался я, не писался. А потом у меня таблеточки выпишут. Об этом поговорим, конечно же. Но вы должны быть готовы к тому, что обнаружите в себе совершенно другого человека. Да нету во мне другого человека. Нету, понимаете? Ладно. Совет на прощание. Если видение повторится, посмотрите в зеркало и спросите себя, чего я действительно хочу. Ладно. Да. А я тебя жду. Да я тут... Что? Мама просила заехать. Ты долго? Да я быстро. Туда-сюда. Ага. Таня? Это я. Сейчас приеду. Угу. Что же я хочу на самом деле, а? Всем привет! Ребят, простите пробки! Жертвуйте в фонд защиты дикой природы! Остановим убийство животных! Мясо зло! Мясо зло! Да, слышь ты, руку Иди сюда, сказал, пошли. Пошли, Да а? ты что, не понял, что ли? Уберись. Иди сюда. Да отвали! На. Пойдем, пойдем сюда. Я соскучился. Поехали, я здесь. Место хорошее знаю. Подожди, Андрюша, подожди, я поговорить с тобой хочу. Я о жене все время твоей думаю.
Не могу я, когда вы приезжаете, я все время как на иголках. Любит она тебя, понимаешь? В общем, это неправильно, все это мерзко. Не могу я так, понимаешь? Так. Да. Еду. Пока. Пока. Вот сюжет, а? Да? У меня хорошая новость и плохая. Ну, давай хорошую. Я начала следить за Бирюковым. А плохая? Я не одна. То есть ты хочешь сказать, что за ним следит кто-то еще? Ты уверена? Абсолютно. А можешь узнать, кто это? Да, ну что делать с Бирюковым? Бирюкова пока оставь, потому что важнее знать, кто за ним следит. Окей, договорились? Хорошо, поняла. Что случилось? Заяц медведя умыкнул. Че, опять, что ли? Да, блин, я серьезно, ну. А кто у нас медведь? А медведь у нас Ольга Мухина. Такая телочка при делах. Начальница отдела в банке. А мамочка у нее авиацией занимается. Самолетики продает, понимаешь, сам сюда. Понятно. А где батя? А батя вон с медведихой. Ну, с мамой медведя. Понял. У вас дети есть? Да. Радуют? Когда как? А меня моя бесит. Почему? Я за классовое общество. Ну, классы. Это правильно. Богатые должны общаться с богатыми, быдло с быдлом. А Оля все смешивает. Хочешь помочь человеку, дай ему денег. А она говорит, деньги деньгами, а личное участие еще никто не отменял. Сначала в хоспис устроилась. Какой хоспис? Ну, не знаю, для самых безнадежных. Вот с этими экологами связалась. Идиотка. Вы думаете, похищение с этим связано? Я не уверен, но почему нет? Может, глянул на нее какой-нибудь пролетарий. Решил бабла по-легкому срубить. Трудно, что ли? Она же везде без охраны. А я ей говорила. Да нет, это могут быть профессионалы. В любом случае, скорее всего, они на вас выйдут и скажут условия. А вот я возьму и не заплачу. Может, поумнеет? Перестанет из себя святошу корчить? Ну, платить или не платить, это, конечно, вам решать. Ладно, эмоции в сторону. Звоните. Справедливость есть на земле? Как думаете? Вот девочка с совестью могла бы по заграницам кататься, жизнь прожигать, а она с больными возится. Зверушек защищает. Почему ее, а не какую-нибудь гламурную дуру? Справедливости нет. Но есть мы. Вот именно. Потому что мама у девочки тоже с понятием соображает, что трудящемуся пропитание нужно. Короче, искать эту Ольгу Ильсану, не щадя живота своего. На машине не было номеров. Значит, обходишь все конторы, которые здесь камеры развесили, и внимательно хотя бы направление, в котором ее увезли. Ты общаешься с дружками-подружками. Хоспис навести. Может, что интересного узнаешь. Ну, давайте, давайте, давайте!
Там на отшибе тебя никто не услышит. Успокойся. Успокойся, тебе ничего не сделают. Успокойся, тебе ничего не сделают. Да успокойся ты. Успокойся. Прочтешь этот текст? Когда твоя мать скажет мне пароль, я тебя отпущу. Слушай, я не знаю, кто ты и зачем ты все это делаешь. Но я хочу, чтобы все было хорошо. Все и будет. Читай. Ты расстроишься. Почему? Ты просишь у него пароль от документа оборота, а с их помощью деньги не снять. Мне не нужны деньги. Тогда что тебе нужно? Читай. Я знаю эти пароли. У папы оврал. Ужинаем сами. Что смотришь? Да. Я ее знаю. Да это учительница моя, Надежда Петровна, по-русскому. Нравится? Нет, что ты. Я просто стенгазету делаю. Сынок, это здорово. Ты знаешь, я в твоем возрасте тоже влюбилась. В историк. Он ручку обронил, а я подняла и потом таскалась везде с ней, как с сокровищем. А потом что? Ну, а потом. Но влюбляться это хорошо. Это правильно. Мне вообще кажется, что только ради этого люди и живут. Все, ладно. Пойдем ужинать. У тебя хороший вкус. Понятно. Простите, Лариса Павловна, сейчас позвонит. Алло. Тань. Привет, не спишь? Нет, мы рано встаем. Это я. Ты скажи, что вчера такое было? Может, я тебя чем-то обидел? Ну, ты извини. Нет, ты меня ничем не обижал. Я сама дура. Не надо было тогда так. Просто столько всего плохого вокруг. А ты такой вот рыцарь. Вот я и поплыла, а ты подхватил. Ну, знаешь, жизнь, как говорят, сланжа и парадоксальна. Ну, шучу. Я за твоей мамой ухаживаю. У тебя семья. Я твоей жене в глаза смотреть не могу. А ты же другой. Ты же благородный. Да, стараюсь. Вот и старайся. То получается, мы с тобой как все. Кто звонил? А это мой школьный приятель. Пойдемте еще? Конечно, пойдемте погуляем. Действительно, чего же я хочу? Вот это мне и нужен. Костенька, спишь? А я не сплю. Ты давай мне номерочек быстро пробей. Е846, КЕ 98 регион. Угу.
Давай. Понял, Демин Родион Васильевич. 21 год. Как вышел на него? Номера снял за 2 квартала от похищения. Про камеры забыл. Я сличил с фотографией, пробил он. Поеду домой. Может, там. Ну и бери его. Ага, понял. Приезжайте. Угу. Катя. Доброе утро, Лариса Павловна. Катюша. Что-то случилось? Андрей тебе изменяет. Да, с сиделкой моей. Ты ее Видела, когда приходила? Да-да-да, я видела. Хорошенькая такая, стройненькая, в халатике. Беленьком, в кроссовках. Да я бы с ним поговорила. Ну, он слушать меня не будет. В последнее время, мне кажется, Андрюша стал исправляться в лучшую сторону. Ну, если ты с ним поговоришь, может быть, он и оставит все это. Я тебя очень прошу, поговори. Конечно. Ма, все в порядке? Да. Демин полетел с семьей отдыхать. Он в одном самолете, семья в другом. В общем, самолет, где летела семья, упал. Сказали, что ошибка пилота, человеческий фактор. А у них всегда ошибки пилота. Угу. Ну, нет, старый самолет был. Усталость металла. Демин раскопал, что эти старые самолеты Мухина через подставную фирму продавала. И что, суд пошел? Дочку украл. Спать хочу. Устал. Закроешь?
Личность похитителя установлена. Но где он держит вашу дочь, пока не знаем. На вас не выходили с требованием выкупа? Нет. Это плохо? Это очень плохо. Значит, ее похитили не из-за денег. А из-за чего? Может быть, вам хотят отомстить? За что? Возможно, Демин считает, что его родственники из-за вас погибли в авиакатастрофе. Я понимаю, о чем вы говорите. Действительно ходили слухи, что я причастна к... И что теперь делать? Будем опрашивать родственников Демина. Возможно, кто-то из них знает, куда он мог ее повезти. Разве они скажут? Все-таки родная кровь. Ну, у вас есть деньги. Думаете, сработает? Но деньги всегда стимулировали гражданскую сознательность. Если вы официально объявите о вознаграждении за информацию. Без проблем. Обещайте родственникам любые суммы. Анна Сергеевна. Я занята. Очень срочно. Извините. По какому случаю праздник? Дениска влюбился. Действительно, надо отметить. Говорит, смотрю на нее, у меня в душе тепло. А ты когда на меня смотришь, у тебя в душе что? Тоже тепло. Правда? Угу. Ну, что ты так одета? Ну, тебе же нравится. Нравится. Ну вот. Нравится и буду носить. А что случилось-то? Почему ты не можешь мне сказать правды? Что платье мне это не идет. Что я толстая. Это я была в форме. Иди. Я Ну все, была все, в все, форме, хватит. пока Дениса не родила. А сейчас я сижу на диетах. Просто ничего не помогает. Да все хорошо, ты у меня молодец. Что платье это надо девочкам молоденьким надевать. Они как наденут это платье, так сразу всем мужчинам нравится. Все будет хорошо. Почему так все нечестно? Почему так несправедливо?
Здрасте. Привет, ма. Не ждала тебя сегодня. Вот, решил сделать сюрприз. Значит, ты моей Кате Таньку-то сдала. Нет, ну ты больше некому. Я хотела спасти твою семью. Благородно. Ну, давай поговорим о благородстве. Кстати, обед был? А при чем тут это? Покормили, все хорошо. Мясо, фрукты, овощи. Да, все было. Хорошо. А ты знаешь, как в обыкновенных богадельнях кормят? Каша утром, каша на обед, каша на ужин. Понятно. Коррупция везде. Все воруют коррупционеры, обворовывают бедных стариков. Коррупционеры такие, как я? Такие, как ты. Ну, вообще, тебе здесь нравится? Хорошо здесь? Нравится. Но в собственной квартире нравится больше. В какой квартире? В нашей квартире. В какой, мама, нашей квартире? Ты просто не помнишь, когда случилось это ГКЧП. Когда папа примкнул не к той стороне, к которой нужно было примкнуть. И что дальше? У нас все отобрали. Дом, квартиру, все! Чушь, неправда. Квартиру у нас не отобрали. Все отобрали! Ты не понимаешь, ты лежала в больнице, папа умирал. Мы остались на голой заднице. Мне пришлось крутиться, вертеться, вот так! Не оправдывай свой гнусный образ жизни всякими разными придумками. Да? Да. Мой гнусный образ жизни все это оплачивает. Вот это все, да? Благодаря ему вот растет этот сад, этот дом. Все здесь оплачиваю я! Ты все лжешь. Я лгу? Да. А ты, мам, проверь. А я проверю. Значит, вам кажется, что вы все строили, а мы все разрушаем, да? Извини. Спасибо, мама. Спасибо. Выходная она сегодня. Спасибо, мам. Пока. Привет. Уходи, пожалуйста. Я могу войти? Нет. Так и будем в коридоре разговаривать. У меня новость. Мне кажется, пацан влюбился. Говорит, когда на нее смотрит, у него тепло в груди. Он у тебя молодец. Я его понимаю. Мне тоже тепло, когда на тебя смотрю. У тебя жена, Андрюш. А что жена? Жену я как-нибудь разрулю. Что значит разрулю? А вот подарки и прощальный купил. Извини. Да. Да. Еду. Извини. Знакомьтесь, новый командир нашего доблестного ОМОНа Владимиров Дмитрий Павлович. Тезка. С начальством не спорит, как прежний. Отличник боевой и политический. То есть с ОМОНом теперь работать можно? Тут дай с половины повольнять. Ладно. Давайте ближе к делу. Значит, родственники рассказали, что у Деминых дача есть. Мы привлекли участкового. Участковый посмотрел так издали. Там они. И Демин, и Ольга. Участковый туда не суется, ждет ОМОН. Но тут есть нюанс. Демин в суд не пошел. Почему? Потому что он самый независимый суд в мире и гуманный. Суд у нас в самом деле независимый. А у него доказательств не было. Но дочь Мухиной работает в банке, в том числе обслуживает фирму матери. Пароли знает,
по которому можно все движение по счетам проследить. Вот я думаю, что эти пароли Демин из нее и вытряхнул, в том числе по гнилой сделке с самолетом. Это служба безопасности Мухиной засекла. А теперь Демин может доказать в суде, что это Мухина, что ли, виновата? Да, но нам-то что? Может, даже хорошо, если парнишка ход делу даст. А то из-за таких, как Мухина, жить в стране страшно. Ну да. Сама-то она, небось, не летает на этом гнилье, который в регионы поставляет. Нет, она, конечно, намекала, что если Демин при задержании в ответ пулять начнет, его пристрелят, а ноутбук и флешка, на которую он скачал информацию, куда-то пропадут, ее бы это устроило, а то, может, парнишка схему запомнил и болтать начнет. Она вообще что-то там намекала про благодарности какие-то, но я и даже не слушал. В гробу мы видали эту благодарность. Да и я про то же. Нет, если он при задержании в ответ стрелять начнет, не подставляться же парням под пули. В общем, поедешь с Палычем на задержание, проследишь, чтобы все было в рамках. Значит, стрелял, получил в ответ. Я что-то себя целый день плохо чувствую. Может, Славка поедет? Я могу. Давайте я метнусь. Куда метнусь? Сиди. Ты поедешь. Действительно, чего я хочу на самом деле. Да кого волнует, что ты хочешь? Ты пацана спасай. Он девочку, по-моему, украл, а это плохо. Да, это плохо. Но это не за это приговорили, так? Ничем помочь не могу. Ну, ничем. Щелкнуть? Как ты меня достал? Как ты меня достал? Послушай, ну что ты за тема такая, а? Ну что ты, мистика, шайтан, ну что? Заяц. Действуй давай. Слышь, ты меня... Заяц. Здрасте. Быстро пошли. Охват справа-слева. Это кто меня так? Ты? Угу. Ну, благодарствую. А я тебя, между прочим, спасать пришел. Я просто думала, что вы убьете его. Кого? Убогого? Я не убогий. Я Родион. Слышь ты, убогий Родион, давайте ноги в руки и бегом отсюда. Я из-за вас ноут уронил. Еле снова его настроил. Данные нужно передать. Пожалела его? Я людей пожалела, которые за маму погибли. Группа захвата на позиции. Бегите отсюда, сейчас ОМОН сюда придет. Он ноутбук настроит и людей пожалеет. Давайте, давайте. Мне минута нужна. Куда ты собрался это передавать? Да везде.
в газеты, в суды, на сайты партий, в интернет, на телевидении, везде. Вижу объект. Он без оружия. Подтверждаю, объект без оружия. Сними его. Действуй! Повторите приказ. Лейтенант, открыть огонь по преступнику. Что творишь, лейтенант? Вперед! Сядь! Руки за голову! Руки за голову! Сюда! Сюда! Пошел! Это ты приказал стрелять? Как я им могу что-то приказывать? Хотел получить от тебя пароль от бухгалтерии. Я его спросила, зачем. Он мне все рассказал. Я думала, что это неправда. Я стала его спрашивать, показывать ему документацию, чтобы он понял, что он не прав. Оказывается, я ошиблась. Это ты продала аварийный самолет. Мне навязали этот контракт. Я не могла ничего сделать. Анна Сергеевна, мне кажется, он хотел разослать документы по сделке. Успел? Тебя только это волнует? Да если успел, у нас будут большие проблемы. Мамочка, у нас уже большие проблемы. А если с ним что-то случится? Анна Сергеевна! Анна Сергеевна! Анна Сергеевна! Значит, инфаркт. Угу. За дочку переволновалась. ОМОНовцы пытались адреналин колоть. Ну куда там? 5 минут и все. Казалось, камень, а не баба. Канаты вместо нервов. Не всем дано так детей не любить. А девка умная оказалась. Поняла, что мама не одна эти самолеты продавала. Там целая цепочка. Если информашка попадет в СМИ или, не дай бог, в суд, то маму зачистят. Но она вовремя ее и прервала. А что, мама в безопасности. Бабла, во. Занимайся хрюшками, зверюшками. Да чем хочешь. А с парнишкой что? А что, улик у него нету. Компьютер я у него забрал, передал помощнику Мухиной. Если парнишка схемы запомнил, что, как, кому, куда, чего. Так Мухиной нет, а она главный свидетель. Отпускать надо. Хороший ты человек, Андрюха. Неформально к закону подходишь, по-человечески. Так учителя хорошие. Отпускай парнишку. Угу. Ну, я пошел. Ладно, что, я тоже пойду.
Сынок. Чё? Извини меня. За что? Он должен был просто поехать с ОМОНом, покурить в сторонке и правильно все оформить. А он этого парня спас. Прав ты. Мутит он что-то. Так и чё? Вот в этом и надо разобраться. Разберемся, бать. Повнимательней. Привет. Прости. Привет, пап. Можно мне с тобой поговорить? Сегодня просто день подарков. Конечно, можно поговорить, сын. Пойдем поболтаем. Ну чё? Скажи, ты ее любишь? Кого? Маму. Конечно, люблю. Не, я всех люблю. Я маму люблю, бабушку, деда, тебя, всю нашу стаю, вернее, семью. Семью надо любить, заботиться о ней, кормить ее, защищать. А если кто-то появляется вне стаи? А, вот ну что. Я тебе так скажу. Любовь штука, она такая. Странная. Все говорят, что хорошая, а на самом деле опасная. Почему? Когда любишь, не знаю, слабеешь, что ли. Начинаешь делать неправильные поступки. Экспресс-доставка – это… Концентрацию теряешь. В общем, косячишь. Любовь – это когда ты смотришь на нее, а тебе здесь больно. И ничего ты делать не можешь. Не есть, не пить, не спать. Больно. Так не должно быть. Должно быть там тепло, а не здесь больно. Вот это нормально. То есть маму ты не любишь? Тьфу, ты что, только что сказал, люблю. Что значит не люблю? Ты же сильный. Нормальный. И это круче, чем любить. Послушай, ты меня не путай. Давай, иди отсюда. Вон у мамы спрашивай. Сильный, круче, не круче. Что я на самом деле хочу? Что хочу, то и делаю. Привет. Привет. Врач уже был у тебя? Нет, проходи. Господи. Смотри, видишь, я нашла жилище коллеги. И сколько он следил за ней? Где-то около месяца. Смотри. Смотри внимательно. Он девочку убил.